Маленькое существо плакало, стоя в одиночестве под эвкалиптом. Оно дрожало, прижав крошечные уши к голове. Детеныш-кенгуру, размером не больше человеческого предплечья, издавал звуки, которые невозможно забыть. Мягкие, отчаянные, надрывные крики, те, что не нуждаются в переводе. И тут он увидел его. Человека, незнакомца, того, кому у него не было абсолютно никаких причин доверять. Без малейших колебаний малыш направился прямо к нему по открытой земле, совершенно беззащитный при свете дня, и обхватил ногу мужчины обеими крошечными лапками. Он посмотрел на него глазами, настолько полными мольбы, что мужчина замер, как вкопанный. Он не понимал, что происходит. Он и не подозревал, что события следующих 20 минут станут одним из самых невероятных актов межвидового общения, когда-либо задокументированных. Он не знал, что этот зверек, которому было всего несколько месяцев от роду, только что принял самое смелое решение в своей короткой жизни. Он еще не знал, что где-то неподалеку у его матери заканчивается время. Давайте вернемся к началу. Чтобы понять все мужество поступка этого малыша, нужно осознать, насколько отчаянным было положение. Кенгуру по своей природе, хоть и живут иногда группами, при появлении опасности предпочитают спасаться бегством и держаться настороженно. Они тихие и очень скрытные, когда дело касается защиты потомства. Они проводят дни, пасясь в тени или отдыхая в высокой траве, и никогда не ищут встреч с людьми. Они не подходят к незнакомцам. Каждый инстинкт, с которым они рождаются, велит им убегать, прятаться и оставаться в безопасности. Поэтому, когда этот малыш вышел из-под леска один, беззащитный и плачущий, стало ясно, что-то было очень не так. Мужчина, который первым его заметил, просто наслаждался тихим днем на свежем воздухе. Он достал телефон и начал снимать зверька, очарованный его видом, как и многие на его месте. В конце концов, детеныш кенгуру – одно из самых обезоруживающих зрелищ в природе. Огромные темные глаза, вытянутый носик, мех, как у ожившей плюшевой игрушки. Но этот кенгуру не позировал, ему не было любопытно, он был в панике. Когда малыш дошел до него и обхватил его ногу, первым инстинктом мужчины были теплота и умиление. Он предположил, как и большинство из нас, что детеныш просто играет, что, возможно, ему лонли или он хочет ласки. Он наклонился и нежно погладил его по макушке. Кенгуру замер. Он посмотрел на него, и, это разрывает сердце, выражение его мордочки изменилось так, как меняется лицо ребенка, когда он понимает, что взрослый, с которым он говорит, просто его не понимает. Разочарование, замешательство, отчаянная переоценка ситуации. Зверек развернулся и попрыгал прочь. Озадаченный мужчина смотрел ему вслед. Его подруга, которая была рядом, подумала, не голоден ли малыш и не хочет ли он пить. Ведь на улице было жарко, а детеныш явно был в стрессе. Она принесла воду и еду. Добрый жест, разумное предположение. Но кенгуру не остановился, не посмотрел на еду и не обратил внимания на воду. Он едва замедлил шаг. Его темные глаза продолжали искать, словно внутри шел какой-то расчет. Как мне заставить их понять? Как заставить их увидеть? И тогда он развернулся и вернулся. В этот раз малыш не просто обнял мужчину за ногу. Он протянул обе лапки и осторожно, осознанно взял его за руку. Так маленький ребенок берет руку родителя, когда хочет куда-то его отвезти. И он посмотрел вверх, ожидая. В этот момент что-то щелкнуло. Мужчина почувствовал этот переход от замешательства к пониманию. От еды отказались, ласку отвергли. Этот зверек не искал игры или нежности. Он просил о чем-то совсем другом. Он просил о помощи. Мужчина встал. Он не знал, куда идет и что найдет, но начал следовать за ним. На этом моменте стоит остановиться, потому что произошедшее далее должно заставить каждого из нас задуматься.
Этот напуганный, крошечный, совершенно уязвимый малыш обернулся, увидел, что человек идет за ним, и что-то в его позе изменилось. Лихорадочная спешка сменилась чем-то похожим на облегчение. Теперь он двигался быстрее, целеустремленно, оглядываясь через каждые несколько шагов, чтобы убедиться, что человек все еще там. Малыш-кенгуру решил, вопреки всем своим инстинктам, поверить, что это большое, странное, незнакомое существо может помочь. А мужчина, к его огромной чести, решил поверить, что кенгуру знает что-то, чего не знает он. Спустя 10 минут они нашли ее. Мама кенгуру запуталась в сетке футбольных ворот, таких, которые оставляют на задних дворах и в парках. Безобидных на вид для людей и смертельно опасных для дикой природы. Она безнадежно застряла. Тонкие шнуры обвили ее мощные задние лапы и тело так, что она не могла пошевелиться, не затянув ловушку еще сильнее. Она была измотана. Она боролась неизвестно сколько времени и была в полной, абсолютной ловушке. Мужчина остановился. Все кусочки пазла сложились воедино. Плач, цепляние за ноги, отказ от еды, отчаянное держание за руку — все это обрело смысл. Малышу не было одиноко, он не был голоден. Он видел, как его мать попала в беду, понял, что не может освободить ее сам, и отправился искать помощь. Он подошел к человеку, самому пугающему существу в своем маленьком мире, и снова пытался передать одно отчаянное сообщение. «Моей маме нужна помощь. Пожалуйста, идите за мной». Его подруга не медлила, она побежала за ножницами. Женщина опустилась на колени рядом с матерью кенгуру и начала резать сетку. И вот что удивительно, мама кенгуру позволила ей это сделать. Это дикое животное, измученное и напуганное, не шевелилось. Она не пыталась ударить мощными лапами, не металась и не кричала. Она опустила голову, словно понимая, что ей помогают. Через 10 минут мама кенгуру оказалась на свободе. На мгновение она замерла, а затем, словно вспомнив о чем-то жизненно важном, повернулась прямо к своему малышу. Детеныш бросился ей навстречу. Малыш мгновенно запрыгнул в ее сумку и прижался к материнскому теплу, спрятавшись внутри. Они снова были вместе. Мужчина шел неподалеку от них еще 10 минут, чтобы убедиться, что они благополучно ушли подальше от дорог и сетей. А затем мама кенгуру остановилась. Она обернулась и посмотрела на него. Она удерживала его взгляд долгий тихий миг. Возможно, она говорила спасибо. Возможно, теперь мы в порядке. А может, она говорила что-то, для чего в человеческом языке нет слова. Затем она развернулась и с малышом в сумке ускакала домой. Животные чувствуют больше, чем мы им приписываем. Они любят сильнее, чем мы помним. И иногда, в моменты невозможного отчаяния, они преодолевают огромное расстояние между своим миром и нашим. Они просят нас быть лучше, чем наши страхи. Маленький детеныш кенгуру доверил незнакомцу самое дорогое в своем мире. Все, что нужно было сделать человеку, это обратить внимание. Все, что нужно было сделать, это пойти следом. Пусть всем нам хватит мудрости последовать за кем-то маленьким и смелым, когда он пытается привести нас к чему-то важному.